Всем привет! Вы на моем канале, меня зовут Наталья. Буду снимать такой дневник. Планирую дневник, что получится, не знаю. Значит, я купила пряжу. Пряжу я купила для кардигана, кофты. В общем, на застежке будет своеобразным вырезом кофта. На застежке летняя, потому что пряжа это в принципе летняя. Это хлопок с акрилом, да, вот характеристики. Катон с акрилом 55 на 45, цвет 17. Нитка достаточно такая пухленькая. Значит, у меня здесь написано 3,5 номер спиц. Но так как я вяжу очень плотно, я буду пробовать на четверке вязать. Я уже пробовала образец вязать на четверке, то мне вроде кажется нормально. У меня 450 грамм, на размер я буду вязать 48-50. Немного я сомневаюсь, хватит ли у меня пряжи, потому что тут написано 400 грамм, и чаще всего, тут не написано, правда, размер, но чаще всего делают на размер SM. В общем, не знаю, в общем, думаю, что мне хватит. Будем надеяться. В конце концов, это такая пряжа, которую можно купить. Единственное, что может быть с цветом проблема. Но тогда уже будем, в общем, по мере поступления проблем будем их решать. Узор у меня будут вот такие дырочки. Вот. Это узор... в общем, вставлю здесь где-то узор. Очень простенький. Провязываю накид, лицевая. 2 вместе с наклоном влево провязываю, лицевая. Затем 2, 3, 4 ряд вяжется по узору. То есть там, где лицевые ряды вяжутся лицевые петли, там, где изнаночные вяжутся изнаночные. И в 5 ряду, да, в 5 ряду наоборот. Значит, 2 вместе. Лицевая, 2 вместе опять-таки с наклоном влево, наклон 2 вместе всегда 1, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, накид и опять лицевая. В общем, очень простой узор. Посмотрим, я хочу его и в погоне, чтобы он был, я хочу, чтобы он везде был. Так, хочу показать, значит, как я, допустим, мерила, сколько мне набирать на погон и спинку. Да? Я взяла футболку, вот она на мне сидит, так как, можно, конечно, перед зеркалом это делать, но я, допустим, взяла футболку, и она на мне сидит так, как мне надо, так как мне подходит. Значит, у меня 2 петли в 1 сантиметре, 2 петли в 1 сантиметре. Погон я хочу 11 петель, то есть это 5,5 сантиметров. Значит, середина погона это 2,5 сантиметра. Так, вот беру 2,5 сантиметра. Затем у меня будет где-то 5 сантиметров планочка. Так. Дальше я замеряю вот по горловине, сколько мне здесь надо. И опять-таки вот эти 2,5 сантиметра. И у меня получается, в общем, я тут учитываю 2 планочки по 5 сантиметров, плюс то, что 1,5-2 сантиметра у меня припосадится, когда я начну уже собирать петли и делать саму эту планку. Значит, надо набрать 33 сантиметра. В 1 сантиметре у меня 2 петли, я набираю 66 петель. Плюс по одной кромочной. И таким образом я понимаю, сколько мне надо набрать петель. Так, и покажу 68 петель, из чего состоит. Да? По 11 петель у нас на погон идет. С этой стороны 1 кромочная идет. Отделяем по 1 кромочной. Дальше вешаем маркер, это будет линия погона. Дальше 11 петель, 44 петли остается у нас на спинку. Так,
Значит, здесь вешаем маркер, здесь 44 петли, опять вешаем маркер, 11 петель. И здесь одна петля, которая кромочная, тоже вот перед ней маркер. Точки разворота я делала внутри погона. То есть сделала набор и иду изнаночный ряд. Один изнаночный ряд прошла и развесила маркеры. Затем после изнаночного ряда пришла к предпоследней точке. То есть вот маркер у меня, петля, и я предпоследние перед этим, то есть получается на 10-й петле я разворачиваюсь и иду на вторую петлю. Да? То есть у меня тут шаг, одна петля. Затем иду опять через одну, то есть не доходя до вот этой сдвоенной петли, то есть я делаю немецким способом, так? Не доходя до этой петли одну петлю, я разворачиваюсь и иду еще раз. То есть вот я начала свой ход, это у меня первая петля, точка разворота, вторая точка разворота, третья точка разворота и четвертая точка разворота. Так? Когда я, значит, здесь начинаю идти, я, конечно, делаю прибавку. Прибавка у меня здесь пошла. Так, дальше вот 1, 2, 3, 4. Дальше я иду сюда, опять делаю прибавку и иду же на эту сторону и делаю здесь то же самое. Значит, не доходя до маркера одной петли, точка разворота 1, 2, 3 и 4. Так, дальше я иду вот сюда. Перед тем, как 1, 2, 3, делаю обязательно прибавку. Потом 1, 2, 3, 4. Затем я прихожу сюда, здесь тоже делаю прибавку и кромочная. Так. И после этого, по-моему, там идет изнаночный ряд. Значит, прохожу изнаночный ряд весь вот сюда. И уже лицевой ряд начинаю делать узор. То есть внутри погона у меня пошел узор. По узору у меня как бы увеличивается здесь число петель из-за узора в самом погоне. Вырастает с 11 до 13 петель в самом погоне. Вот. Пока я делаю прибавки. То есть я хожу, делаю прибавки, ну как положено в погоне, в каждом ряду. С одной стороны, с другой стороны. И так по узору, так как у меня здесь симметричный узор, то есть у меня 8 петель плюс еще 2 петли там для симметрии, у меня получается за счет этого у меня подрастает за счет узора до 13 петель. У меня здесь 7 сантиметров и 18 рядов. Вот 7 сантиметров сам погон. Сам погон 7 сантиметров и 18 рядов. Вот набрала количество петель первые и делаю изнаночный ряд и развешиваю маркеры. Кромочная, вешаю маркер. Дальше 11 петель, это погон, вешаю маркер. Дальше у меня петли спинки, маркер. Дальше петли погона второго, маркер и кромочная. Сразу делаем и прибавки. С одной стороны, то есть это после первой петли, да, делаю прибавку с наклоном. Сейчас с наклоном вправо. Так. Вот. Снимаю маркер, переснимаю. Дальше у меня пошел погон. Пока узор я здесь не делаю. Но я буду делать здесь точки разворота. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
до 10-й точки дохожу, разворачиваюсь, перекручиваю петлю, чтобы она стала сдвоенной, иду точно так же до петли предпоследней перед маркером. Вот она. Я ее провязала изнаночной, разворачиваюсь, перебрасываю на правую и делаю вот такую вот сдвоенную петлю. Теперь иду еще раз, дохожу вот, не дохожу до сдвоенной петли, одну петлю, разворачиваюсь и точно так же делаю с другой стороны. Вот моя сдвоенная петля, так, так, вот моя сдвоенная петля, то есть я еще одну, разворачиваюсь, перебрасываю и теперь точно так же прохожу сюда на второй погон. При этом провязываю сдвоенные петли лицевыми, делаю прибавку, только уже в другую сторону, влево. То есть вот эта косая показывает нам, куда идет направление, так, верхняя косая, так, и иду до следующего маркера, к маркеру, вот, то есть спину я прошла и перед погоном делаю прибавку слева направо. Вот эта косая показывает, куда идет моя прибавка, направление, так. Перебрасываю маркер, провязываю все до предпоследней петли. Так, разворачиваюсь. Дохожу до предпоследней петли перед маркером, опять разворачиваюсь. Делаю сдвоенную петлю вот так, затягиваю хорошенько. Ну, в общем, делаю то же самое. Дохожу до... Не дохожу одной петли до сдвоенной, опять разворачиваюсь. То есть внутри погона хожу. Внутри погона. Все делаю внутри погона. Дошла, вот, развернулась. Провязываю сдвоенные петли. Сейчас. Провязываю. Здесь делаю тоже накид. Вот так. Значит, скос по горловине мы будем делать тогда, когда достаточно будет здесь петель. То есть я хочу, чтобы было 3 петли, тогда начну делать скос. Так. С изнаночной стороны мы тоже делаем прибавки. Провязываем, подбираем петлю вот таким образом. То есть по лицевой стороне должно идти так же, как и первая. По изнаночной мы вот так поднимаем, так? И провязываем петлю изнаночную. Мы должны вот здесь подхватить. Сейчас. Неудобно, но надо. Вот здесь и вот так. Так, это наша одна прибавка возле погона. Дальше
Проходим погон. Заодно провязываем петли, которые сдвоенные изнаночными. Вот так. Затягиваем. Еще одна. Так, сейчас. Делать надо тугенько, чтобы никаких дырочек не было. Проходим, делаем прибавку. Вот так провязываем изнаночную. Так, чтобы с лицевой стороны вот эта косая направляющая стояла точно так же. Вы можете просто перевернуть и посмотреть, так ли вы провязали или нет. Все, дальше идем точно то же самое делаем с другой стороны. Хочу сказать, что я особо не считала, сколько это у меня сантиметров будет углубление по спинке, поскольку V-образная горловина, она все-таки дает возможность такой вольности. По погону я набирала петли, у меня погон 7 сантиметров, 18 рядов. Дальше переходим уже расширять рукав, а петли по переду и спинке не расширяем по этим линиям. Расширение идет только по рукаву в каждом втором ряду. По горловине я делаю расширение в каждом четвертом ряду. 3 петли пропускаю, делаю прибавку. Дальше идет у меня узор. И узор, тут самое главное, что его надо вписать, то есть нет тут симметрии. Узор состоит из 4 петель и 8 рядов. И его надо вписать таким образом, чтобы за счет узора у вас не шло расширение. Что для этого делать? Если у вас ряд начинается с 2 вместе петель, значит заканчивать узор, то есть в конце ряда у вас должен быть накид. И только в этом случае у вас за счет узора не будет расширения. Расширять вы будете прибавочными петлями возле регланных линий. И симметрии в этом узоре нет, потому что если вы будете добавлять еще 2 петли для симметрии, то у вас получится, что идет лишний накид, либо лишние 2 вместе. Для вот этого расширения это не подходит. Поэтому, если вы начинаете ряд с накида, лицевая 2 вместе, лицевая, закончить вы должны именно 2 вместе, лицевая. Если вы начинаете ряд, вот когда он расширяется, да, вы начинаете 2 вместе, лицевая, накид, лицевая, значит закончить вы должны именно накид. Накид и лицевая дальше. То есть нету тут симметрии. Начинаем с накида, заканчиваем 2 вместе. Начинаем 2 вместе, заканчиваем узор накидом. Когда я дохожу, вот здесь вот меряю, у меня 14 сантиметров, так, я начинаю делать прибавки по груди, по переду. По спинке я еще не делаю. По спинке я буду делать, когда у меня будет 16 сантиметров. За счет этого у меня по груди будет больше петель, чем по спинке. Ну, мне так нужно, я думаю, что многим так нужно, потому что по переду идут все округлости. Я начинаю делать прибавки по груди. По рукавам я как делала, так и делаю. По спинке я замеряю, когда у меня будет 15 сантиметров, начинаю делать прибавки. Почему так? В процентном соотношении обхват груди должен быть спинка 45%, перед 55%. Выточки я здесь делать не буду, поэтому я делаю достаточно свободное облегание по груди. И подрез достаточно большой тоже будет. Никакого своего способа у меня тут особо нету. Сначала делаю прибавление по погону в каждом ряду, затем внутри рукава. И затем по переду и по спинке
и одновременно с рукавами уже завершаю до подрезов. Углубление спинки выреза после укороченных рядов было 2-2,5 сантиметра. Я, в общем-то, и не стремилась делать его слишком глубоким. Даже, как вы видите, ничего не высчитывала. Я решила, что V-образная горловина, она, в общем, вполне позволяет не особо с этим заморачиваться. Вот так выглядит мое изделие на сейчас. Дошла я уже до подрезов. Как раз у меня, вот если вот так сложить напополам погон, от начала погона и до вот этого места у меня 24 сантиметра. И петли я вписываю в узор. У меня по 9 петель подрезов для того, чтобы вписать все в узор. То есть я считаю кромочные, которые у меня все есть, и понимаю, сколько мне надо добавить. У меня получается по 9 петель подрезов. Ориентируюсь я, конечно, на вот эту часть. Когда я перейду на рукава, я по узору буду ориентироваться на часть рукава. Но я вообще-то планирую, что вот эти петли я немножко, то есть набранные петли я все же в большей степени, возможно, буду убирать. То есть посмотрим, что там будет. Я померяю. В общем, вот так у меня получается. Пока мне все нравится, хорошо сидит, все отлично. Вот так это выглядит. И по симметрии тут, конечно, со второй стороны не очень так уж выглядит, но все равно хорошо. То есть вот эти накиды, они как-то тут по-другому выглядят, чем с этой стороны. Вот. Видите? Ну, в общем и целом, я думаю, тут проблем не будет. В общем, показывать пока нечего. Я буду вязать дальше. Я планирую здесь делать расширение. То есть по узору мне, получается, надо будет расширить сразу как бы то есть не 2 петли вот сбоку, да, с одной стороны и с другой, а 4 надо расширить. Я вот думаю, как это мне сделать так, чтобы это не было так уж прям некрасиво. Ну, посмотрим. Я думаю, что у меня получится, кстати. Почему бы и нет. Ну, вяжу дальше. У меня заканчивается второй моток. То есть, как по мне, тут достаточно экономная пряжа. Так. Вот так это выглядит. Вот мои регланные линии. Это я отмечаю, то есть я померила себе, что мне от этой отметки, допустим, надо еще 5 сантиметров провязать. Вот я так и делаю. Ниточку я тяну из середины. Таким образом удобно. Можно положить, и клубочек никуда не бегает. Вот себе тянется. Покажу свои продвижения. Вот. Я уже достаточно много провязала от подрезов. То есть мне осталось, по сути, тут резинка. Ну, может, еще пару... То есть у меня закончился моточек, и я как бы оставила, вот сбросила. И может быть еще тут пару сантиметров, и пойдет резинка. Резинка я планирую где-то, ну, не сильно широкую, до 5 сантиметров, может быть, даже и уже будет. И на рукавах тоже где-то 5 сантиметров резинка. Резинка будет 1 на 1. Закрывать хочу вообще-то иглой. Да, скорее всего. Ну, вот так вот будет рукав. И немного сокращу тут петли, и пойдет резинка. Вот. То есть это один только рукав. Я вот начала делать.
В плане подреза, вот в этом месте, где именно подрезы делала, получается, у меня как раз тут должен быть пораньше узор. То есть сразу идти узор, опять накиды и все. Но я уже научена коричневой кофточкой, которую я из хлопка вязала. Мне не понравилось, как я сделала сразу. Получается, вот эти места, вот стыки эти, они немного разъезжаются. Именно из-за того, что ты сразу узор начинаешь делать. Поэтому я все сделала как положено, то есть провязала сколько надо там рядов, и только после этого стала делать узор. И тут как бы все ровненько и красиво. Вот так мне нравится. Точно так же сделаю и по второму рукаву. Вот. Потому что, видите, у меня тут как бы вот сразу надо подцепить и уже идти, чуть ли не первый ряд, уже узор. Но вот мне не понравилось. Я, то есть, пробовала, и я удалила этот вариант, распустила. Я уже сделала отметку. Мне вот от этой отметки надо провязать еще 22 ряда. Ой, 22 сантиметра. То есть 5 сантиметров будет резинка, манжета. И значит, мне надо 17 сантиметров провязать узором. И все. Ну, я думаю, что вот такой пышный рукав, он будет красиво смотрится. Я уже делала, мне как бы нравится. Ну, на чем-то другом может хорошо смотрится и узкий, но мне позволяет и пряжа, и все. И я, в общем, ничего плохого тут не вижу. Вот такой ровный рукав, тем более он такой в дырочку весь летний. Опять-таки повторю, очень мне нравится. Вот эта пряжа такая с проседью идет, видите, неравномерность. Ну, я так понимаю, мне всего хватит. Мне всего хватит. Я купила пуговицы. Вот это пуговицы, ну, это одна пуговица осталась вообще-то. И мне очень нравится этот цвет. Он такой интересный, да, не белый, вот такой какой-то универсальный, такой красивый цвет. 2 раза его использовала в 2 кардиганах. И я считала, что вообще другие цвета, ну, прям, ну, то есть такой цвет очень хороший. Но сейчас, понятное дело, под синий, но синего не было. Я взяла вот такой серый. Это точно такая же пуговка, только в другом цвете, да. Значит, вот такой серый взяла. Ну, тоже неплохо смотрится, но мне кажется, что такой даже смотрится лучше. Был еще более темный, такой уже конкретно коричневый, если это более такой бежевый, да. Ну, в общем, пока я раздумываю над вот этими 2 вариантами. То есть серый вроде неплохо. Это тоже вроде неплохо. В общем, не знаю, какой, какой лучше. Я закрыла уже иглой. Ну, я так и планировала, но вот не знаю. Меня как-то смущает, а не будет ли это растягиваться сильно. Все-таки я люблю, когда манжеты прям фиксированно так зажаты. То есть, может, это красиво смотрится иглой закрыть, но я всегда давала предпочтение такому плотному закрытию. Для того, чтобы впоследствии я точно знала, что у меня ничего не растянется. Почем считаю, что уже пришел тот ряд, когда надо делать накиды. Ну, то есть пошел ряд с накидами 2 вместе. Вот накид предыдущий и пошел 1, 2, 3. 3 ряда провязано, значит, должен быть уже ряд, где идут накиды, да? Значит, смотрю по лицевой стороне. Вот у меня должно быть 2 петли вместе, значит, лицевая, накид, лицевая и над накидом 2 петли вместе, лицевая, накид, лицевая. И таким образом у меня в шахматном порядке получается вот узор. Так, это уже мой низ. Так, внизу перехожу на резинку. То есть, если я на манжетах, где они тут, на манжетах перед тем, как переходить на резинку, я собирала их, то есть все время провязывала 2 петли вместе, все петли провязывала по 2 петли, и затем перешла на резинку
И затем перешла, 2 ряда провязала. Первый ряд лицевую провязывала, изнаночную переснимала нить перед работой. Второй ряд наоборот, лицевую переснимала нить за работой, а изнаночную провязывала. И затем я сшивала манжеты. Так? То здесь, когда уже низ у меня пошел, я наоборот, для того, чтобы резинка не стягивалась, я, во-первых, перешла на спицы с 3,75 на 3,5 и 23 петли провязываю, 24 прибавляю. Дальше опять изнаночная, лицевая, изнаночная. Для чего это? Для того, чтобы просто не стягивала низ. Я закрыла низ иголочкой. Мне нравится, как получилось. Даже лучше, чем рукав. Но я здесь хорошенько затягивала. То есть оно не сильно эластичное. Вот. Ну, зато смотрится хорошо. Даже если бы я закрыла просто лицевой изнаночной, это было бы более эластично, чем вот сейчас. Я так подозреваю. Значит, я набираю петли. Отметила тут, где будут отверстия для пуговиц. Вот. Я покупала 5 пуговиц, но мне будет достаточно и 4, я так смотрю. Ну, все, подбираю вот петли. Подбирала в каждую кромочную. А теперь перейду сюда и буду набирать вот в каждую, прям в петлю захожу, вот в петлю и добираю. Добираю. Вот так. В общем, я уже мерила, мне очень нравится то, что получается, прям красота. Но цвет пуговиц я все еще не выбрала, пока под вопросом. Вот у меня есть участок, где я буду делать отверстие, я его отметила. Так. И у меня будет тут 4 пуговицы должно быть. Так. Я на этом участке считаю количество петель. У меня здесь 48 петель. Плюс я смотрю, сколько петель для пуговицы мне надо будет для отверстия самого закрыть. У меня это будет 3 петли. 3 петли. Значит, у меня 48 петель. Минус первые 3 петли, там где пуговицы не будет. Так. И дальше минус 3 петли, 3 петли, 3 петли и 3 петли. То есть минус 12 петель. Таким образом, 48 минус 3 вот эти нижние петли, минус 12 петель, и остается 33 петли. Мне эти 33 петли надо разбить на 3 участка. То есть между вот этими отметками у меня будет по 11 петель. 33 поделить на 3 будет 11 петель. То есть я буду вязать и между отверстиями оставлять по 11 петель. Дальше у меня начались варианты с планкой по плотности, на какой номер спиц перейти, где делать прибавочные петли, где их не делать, каким номером спиц закрывать. На 4-м варианте я сбилась со счета, наверное, у меня было 7 или 8 вариантов. Точно так же у меня с пуговицами были проблемы, потому что хлопковая пряжа, она выглядит, обычное отверстие выглядит не так, как в шерсти. Пряжа очень расплывается, и в общем у меня началось сплошное творчество. Насколько приятно было вязать всю кофту. Вот тут я потратила, наверное, дня 4. Вот кофта моя дошла до финала. Я еще, правда, хвостики вот не заделывала, но я уже подошла к пуговицам. Все-таки я так до сих пор и не пойму, какие лучше. Вот светло-серые, либо вот такие. Значит, я вязала 3,75,
планку я вязала спицами номер 3. И мне все время хотелось взять еще меньше спицы, еще меньше, все еще меньше. Мне не хватало в этой планке вот определенной жесткости. Вот. Потом я еще очень мучилась с петлями. Я их тоже переделывала несколько раз. Из-за чего? Из-за того, что это не шерсть. Получается так, что петлю-то я подтягиваю, стягиваю, чтобы была определенная плотность в ней, да, чтобы она не растягивалась. И вот, а тут резинка, она ж не держит форму, она расплывается. И, в общем, я долго искала вот это тоже, как бы сделать так, чтобы визуально это смотрелось более или менее удобоваримо. Чтобы и петля была плотная, но в то же время не стянутая. В общем, чтобы визуально вот эти полоски как-то нормально смотрелись. Это уже не знаю даже какой вариант, честно. Очень много я переделывала. И вязала я, я не целый день, конечно, вяжу, но вязала я, допустим, дней 5 или 6, а вот с планкой это я промучилась, получается, 3 дня точно, может даже 4. Вот так. Да, так вот я, значит, спицами номер 3. Здесь я делала шаг, значит, 3 петли в кромочную, 1 петлю добираю, 3 петли в кромочную, 1 петлю добираю. Это у меня шаг вот до сюда. А дальше, когда пошел скос, я делала просто в кромочную и уже ничего не добирала, потому что так у меня сильно фалдило. Вот, по горловине здесь и по погонам подбирала в каждую петлю. Здесь опять я перешла просто в каждую кромочную. И потом, когда перешла опять на пуговки, значит, опять 3 провязываю, 1 добираю, 3 провязываю, 1 добираю. Вот так. Да, а закрывала я уже само закрытие. У меня, значит, тут я вязала спицами 3, а тут я взяла спицу 3,5 и закрывала я лицевая, изнаночная спицами 3,5. Изделие я вязала не себе, это подарок, хотя размеры близкие к моим, но все-таки на мне она будет смотреться, то есть она, кофта, немного посвободнее, чем на хозяйке. На себе я демонстрирую до стирки, поэтому немного она такая не совсем расправленная. А уже на вешалке я буду показывать после стирки. Хорошо там расправилась планка. Мне очень нравится. Ну и вот моя кофтюля. Пишите, что вы об этом думаете. Мне очень понравилось. Я очень хотела вот узор по всей кофте, даже в погоне, чтобы он был. Очень мне понравилось и как сидит. Очень у нас жарко, больше 30 градусов, солнце парит немилосердно. Я не в состоянии была на себя ее одеть и крутиться, но кое-какие фото я все же сделала. Значит, по размеру, как по мне, так она от 46 до 52 подойдет. Единственное, что будет сидеть по-разному, на разной фигуре, да, и на разном размере. Летняя, вот в дырочку, очень красивый цвет. И не зря я мучилась с этой планкой, я считаю, потому что по итогу она мне очень понравилась. Пишите, как вам понравилась моя работа, как вам такой формат в виде дневника. Буду ждать ваших комментариев, лайков, подписок. И всего доброго, до новых встреч. Пока!